Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Росинская Елена Рафаиловна, директор Института судебных экспертиз Московской государственной юридической академии, заведующий кафедрой судебных экспертиз этой академии. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования, академик РАЕН, еще можно много, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Можно еще много перечислять, но я думаю, достаточно. Прокомментируйте, пожалуйста, вашу отставку. Вообще тут есть достаточно много спорных вопросов по поводу участия специалиста, но статья 271, часть 4, предполагает, и комментарии к этой статье, что вообще говоря, сторона, приглашая специалиста, в общем-то, рассчитывает на то, чтобы суд выслушал этого специалиста. Это первое. В данном случае отвод был заявлен мне на том основании, что я не являюсь специалистом в области экономических экспертиз. Но это не совсем так, хотя у меня нет экономического образования, но зато я возглавляю учреждения, которые готовят экспертов-экономистов. Это первое. Во-вторых, я являюсь редактором и автором учебника по судебно-бухгалтерской экспертизе, утвержденного Министерством образования. И признанным теоретиком в области теории судебной экспертизы. И вообще говоря, общей теории судебной экспертизы, строго говоря, это не юридические знания, это наука синтетической природы, которая необходима экспертам и которую юристы при получении общего юридического образования не изучают. Поэтому я думаю, что вопрос, связанный с экспертными ошибками, с теми недочетами, которые имеются в экспертном заключении, с точки зрения общей теории судебной экспертизы, является достаточно актуальным, теории и практики, а там их, поверьте, было достаточно. И хотелось бы, чтобы эти вопросы там прозвучали, чтобы суд имел возможность это оценить. Но суд решил по-другому. Елена Рафаиловна, тогда расскажите хотя бы коротко, каким выводом пришли вы вместе с господином Савицким, когда принимались за эту работу? Значит, я вообще считаю, что вот эта статья 271, часть 4, особенно, и вообще 271 статья, это прекрасная инновация в нашем Уголовно-процессуальном кодексе, которая обеспечивает реальную состязательность стороны защиты и стороны обвинения. Потому что сторона защиты, согласно статье 53, имеет право тоже заниматься собиранием доказательств. И вот мы занимались не оценкой заключения, как тут представляла прокуратура, и как, в конце концов, на мой взгляд, не совсем правильно, но суд есть суд, он решил. Но это не совсем так, потому что, если бы послушали, то поняли бы, что я не оценкой доказательств занималась, а это рецензирование экспертного заключения, то есть обращение внимания суда на те недостатки заключения, связанные с использованием именно специальных знаний, которые могли бы иметь решающее значение. И, собственно, для этого специалист и нужен, что он должен обращать внимание. Вот сейчас настольная книга судьи, книгу, которую я приносила и показывала, там подробно целый раздел посвящен экспертным ошибкам. Значит, какие недочеты, на мой взгляд, были в этом заключении? Их там было довольно много, я сейчас не буду повторять заключение. Но прежде всего это связано с тем, что эксперты выполнили не ту экспертизу, которая она должна была быть, судя по тем вопросам, которые были заданы. У нас существуют классификаторы, приказы, в том числе Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, которые определяют внутри экономических экспертиз специализацию экспертов. Эксперты сдают соответствующий экзамен, допуск это называется. И вот есть разные, согласно приказу 511, есть судебная бухгалтерская экспертиза, это одно, это исследование документов первичной бухгалтерской отчетности. И есть финансово-аналитическая экспертиза, она называется финансово-экономической в Минюсте, а финансово-аналитической в МВД. По приказу прямо так. И они должны были делать именно эту экспертизу, или комплексную бухгалтерскую и так далее. Значит, вот то, что следователь назначил немножко не так. Следователь, в конце концов, мог и не очень точно разбираться в номенклатуре, но государственное судебное учреждение экспертное должно было ему, так сказать, на это указать. И компетенция экспертов от этого зависит. Возможно, что эти эксперты компетентны и в той экспертизе. Но тогда они должны это подтвердить своими свидетельствами. Я этого не знаю. Я знаю только то, что было написано. Это первое. Второе. Они должны были исследовать первичные документы. Об этом сейчас будет, наверное, говорить Алексей Анатольевич, если ему дадут слово, Савицкий. Они исследовали какие-то непонятные реестры.
А везде сказано, и в законе об бухучете и так далее, что надо исследовать первичные документы бухгалтерской отчетности. Третье. Согласно статье 57 УПК, эксперт не вправе собирать доказательства. А здесь эксперты выбирали материалы, в том числе из интернета и так далее. Вот на это тоже я хотела указать суду. Ну и сама форма экспертного заключения очень сильно отличается от того, что говорится в 25 статье Федерального закона, опять в этом же приказе МВД и в 204 статье УПК. То есть заключение должно содержать методику исследования, оно должно содержать описание методов подробное, ссылки на источники, на литературу. Вот это все, исследовательская часть должна быть подробно описана. Тогда, когда делают повторную или дополнительную экспертизу, то можно сослаться на... Вот это все я хотела сказать суду, и больше ничего. То есть возможно, что это и не повлияло бы на заключение, а возможно, на результат, а возможно и повлияло бы. Но такие ошибки, вот когда студенты наши делают такие ошибки, мы за это ставим двойки. То есть эти ошибки случайно допустить? Нет, вот это я без комментариев, я не знаю. Дело в том, что каждый эксперт решает по своему внутреннему убеждению. Возможно, что эти эксперты торопились очень, потому что экспертная загрузка в ГУВД, там вообще достаточно квалифицированные люди работают, насколько я знаю, в ГУВД области, я их хорошо знаю. Вот. Возможно, что им было некогда, возможно, что у них не было других материалов, я не знаю, с чем это связано. Я констатирую факты, понимаете? Не вдаваясь в какие-то оценки личностные, это совершенно ни к чему, с чем это было связано. А может быть, квалификация их не настолько велика, хотя там вроде как 8 лет и 4 года, это вполне достаточно. Но вы понимаете, проблема заключается в том, что экспертов, экономистов мы начали готовить только 5 лет назад, а до этого... Раньше, это вот в рамках высшего профессионального образования, их пока очень мало. А раньше это были курсы, и, к сожалению, многие эксперты плохо знают процессуальное законодательство и плохо себе представляют, как надо писать заключение. И, может быть, это было связано вот такое именно с этим. Но тогда надо проверить. Может быть, назначить повторную экспертизу. А лучше вызвать этих экспертов. Я бы, если бы я могла советовать суду, то я бы сказала, что неплохо бы их вызвать. Есть прекрасный способ допрос эксперта в суде. Вызвать и спросить их, что они имели в виду, почему они вот то исследовали, а не это, как они это делали. Может, возможно, что вопросы разрешатся таким образом. К сожалению, они тоже в ЮКОСе не работали. Кстати, как вам те аргументы? Нет, это аргументы несерьезные. Честно говоря, я должна сказать, что меня поразила позиция. Вы видели, что я очень сильно обиделась, потому что за свою 30-летнюю карьеру эксперта я первый раз слышу, чтобы в лицо специалисту, которого пригласили, говорили, который, вообще-то говоря, является достаточно публичной и уважаемой фигурой, говорили, что он лжет. Вот я считала, что прокурор должен был бы извиниться.